Всем привет, это Happy Customers. Здесь мы рассказываем про технологии в клиентском обслуживании без слайдов и проектора. Вы заметили, как с началом пандемии вы стали проводить в Zoom по несколько часов в день? Не побоюсь сказать, что видеоконференции стали главной технологией за последние 2 года. И без них оставаться вовлеченным, работая удаленно, просто невозможно. Производители систем для проведения видеоконференций значительно доработали свои решения. Количество совещаний в онлайне выросло в 1000 раз. И тут встает закономерный вопрос. А если за 2 года компании перевели своих сотрудников на удаленное видеообщение, то почему они так не сделали со своими клиентами? Сегодня мы поговорим про видеообслуживание. Не переключайтесь, ваш просмотр очень важен для нас. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что показать конкретную проблему в 100 раз проще, чем объяснить ее голосом? У меня там не работает, на сайте там справа в верхнем углу не нажимается. Заказчики, общаясь с дизайнерами, уже давно отправляют им снимки экранов, чтобы наглядно показать, в чем именно проблема. А если надо, они звонят друг другу по видео и смотрят проект вместе. Под видеообслуживанием обычно понимают звонок в контактный центр компании, где вы с оператором видите друг друга и можете демонстрировать информацию на экране. Или же такое общение планируется заранее. Вы выбираете на сайте компании удобную дату и тематику консультации и в нужное время подключаетесь в конференцию с одним или несколькими специалистами. Давайте сегодня вместе подумаем и подскажем компаниям из разных сегментов рынка, где нам, клиентам, было бы удобнее использовать видеообщение вместо похода в офис или отделения компании. Пишите свои идеи в комментариях. Про видеобанкинг говорят очень давно. Готовя выпуск, я нашел информацию, что сервис Skype запустил видеозвонки в 2006 году, а в заголовке статьи в банковском журнале 2008 уже предсказывали, что видео станет технологией будущего для банков. На тот момент в мире только начали появляться смартфоны с тачскрин-дисплеями, о таких приложениях, как мобильный банк, еще только мечтали. Вся концепция видеообслуживания на тот момент строилась на идее организации сети видеокиосков, которые можно было бы установить по всем городам аналогичным терминалам оплаты. Помните, еще такие в каждом переходе? Большинство производителей банкоматов начали выпускать модели с внешней камерой и трубкой или даже многофункциональные устройства самообслуживания, где можно было бы отсканировать паспорт или подписать документы. Но, честно говоря, тема не зашла не только в России, но и во всем мире. Устройства были достаточно большими, они стояли все равно в отделениях банков, и использовать общую телефонную трубку люди немного отвыкли со времен телефонов-автоматов. Некоторые банки запустили по 1-2 офисам в формате «Офис будущего» и на этом закончили. Даже в Азии, где культура видеообщения сформировалась раньше, видеокиоски и банкоматы не получили повсеместного распространения. Сейчас, когда прошло 15 лет, многое изменилось, и, похоже, видеобанкинг имеет второй шанс. Во-первых, скорость мобильного и домашнего интернета достигли сотен мегабит. Камеры на смартфонах и ноутбуках передают изображения высокой четкости, а такие технологии, как цифровая подпись и биометрия, уже уверенно вошли в нашу жизнь. Все это в совокупности и позволяет как установить качественное видеосоединение между клиентом и сотрудником, так и убедиться, что перед оператором действительно клиент банка, а не мошенник. Можно выделить несколько основных направлений для использования видео при общении с клиентами банков. Во-первых, это консультирование по продуктам, где, скажем так, не все очевидно. Например, ипотечный график платежей на 30 лет. Здесь нужен будет смех сквозь слезы. Удобнее смотреть на экране компьютера, а не в виде распечатанной стопки листов А4. Обсуждать программу пенсионных накоплений тоже удобнее, глядя на интерактивные графики, которые будут меняться в зависимости, например, от стратегии накопления. К тому же в таком видеообщении могут участвовать неограниченное число специалистов банка из разных локаций, что позволяет сделать консультацию максимально полезной. Во-вторых, во многих странах на уровне регуляторов банковской деятельности действует требование соблюдать политику «Know Your Customer» или «Знай своего клиента». Идея заключается в том, что если ты хорошо знаком с деятельностью своего клиента, то это в разы сокращает риск мошенничества и противоправных операций. Видео тут как нельзя кстати, когда твоих клиентов десятки тысяч и они разбросаны по всей стране. И в-третьих, с помощью видео можно оказывать обслуживание людям с ограниченными возможностями. Сурдопереводчик, подключенный к диалогу, позволит сделать общение максимально полноценным. Конечно, мы не перенесем видеоканал операций, связанные с оборотом наличных денег. Например, такие страны, как Швеция, Франция и Великобритания уже взяли уверенный курс на кэш-фри операции. И я уверен, что в недалеком будущем и другие страны последуют их примеру. Поэтому видеобанкинг уже очень скоро сможет полностью заменить классическое отделение банка. Шах и мат арендодатели золотых помещений в центре города.
Кроме вышесказанного, страховые компании могли бы использовать видео для проведения осмотра автомобиля после небольших ДТП, когда нет скрытых повреждений. Это сократило бы очереди на станции осмотра, на которой, кстати, не всегда легко припарковаться, снизило бы требования к специалистам, которые проводят осмотр, и помогло бы сделать процесс возмещения убытков полностью дистанционным. А вы когда-нибудь слышали про людей, которые, чтобы проконсультироваться с хорошим специалистом, вынуждены ехать в региональный центр или даже в другую страну? Несколько дней жить в гостинице, часами сидеть в очереди, чтобы всего-то получить первичную консультацию. А если вам к тому же не рекомендованы перелеты или вообще покидать квартиру? Видео открывает доступ к врачам всего мира, что не отменяет, конечно, дальнейшего очного общения со специалистами. Но, возможно, окажется, что многие обследования можно провести в своем городе и просто направить результаты доктору и обсудить дальнейшее лечение. Кроме видеоконсультаций, большое распространение получила телемедицина, когда работники могут не только осматривать пациентов удаленно, но и проводить консилиумы, собирать анамнез, запрашивать и отправлять сведения о течении заболеваний, назначать лечение и выдавать больничные листы. Не секрет, что до 2020 года объем покупок в интернете был соизмерим, а в некоторых отраслях и превышал объем покупок в магазинах. С началом пандемии рынок онлайна значительно вырос. Но можно ли на сайте компании действительно хорошо оценить товар, потрогать его, уточнить все его характеристики, как в магазине? Видеоканал, безусловно, способен приблизить опыт покупок в онлайне к покупкам в магазине. С помощью видео можно лучше осмотреть один или сразу несколько товаров, задать все интересующие вопросы, подобрать аксессуары или, например, с помощью новых технологий посмотреть, как будет выглядеть ваш диван в интерьере, или сделать виртуальную примерку одежды. В последнее время стартапов в этой области как грибов после дождя. Говорят еще так, как грибов после дождя. Отдельное направление, о котором хотелось бы поговорить, это продажи товаров во время стримингов в интернете. Такой своеобразный аналог магазина на диване, когда люди в прямом эфире показывают товары, а зрители в комментариях их покупают. Я был удивлен, но китайский рынок таких товаров достиг 160 миллиардов долларов и продолжает расти. Также по видео удобно обращаться в техническую поддержку, когда вам нужна помощь со сборкой или запуском техники. Или в гарантийный отдел, когда что-то перестало работать. Случайно. Вы не роняли телефон в ванную, он просто перестал работать сам. Очень много возможностей может дать видеообщение и таким отраслям, как государственное обслуживание, операторы связи и застройщики. Представьте себе службу одного окна, аналог МФЦ в онлайне, когда у оператора есть доступ ко всем документам и ведомствам, и вы можете решить любой вопрос с документами или подать любую заявку за одно обращение. Или, например, налоговая, которая поможет рассчитать, сразу же удержать. Налог с продажи квартиры, проверить документы в онлайне и подать декларацию. Приведу еще пример. Сейчас для покупки сим-карты вы должны обращаться в салон связи. Мобильные операторы могли бы продавать электронные сим-карты в онлайне и сразу же проводить подтверждение личности абонентов по видео. Это сделало бы поход в офис ненужным. А с учетом того, что виртуальными мобильными операторами сейчас стал Сбер, ВТБ и даже Магнит, сим-карты можно было бы продавать онлайн совместно со своими продуктами. Отдельно хочется поговорить про офисы продаж застройщиков, которые могли бы создавать не картонные макеты, а с помощью технологий виртуальной реальности максимально приближенные цифровые прототипы будущих зданий. И вместе с потенциальными владельцами совершать виртуальные туры по их квартирам и территориям жилых комплексов. Это позволило бы лучше понять планировку, как будут выглядеть общие зоны еще не построенных зданий, а также самое главное – посмотреть вид из окон. Некоторые после просмотра выпуска скажут: классно, конечно, а только зачем это все? Хорошо же, и в офисе общались. Во-первых, пандемия пока, к сожалению, не закончилась, и посещение отделения или магазина все еще может быть потенциально небезопасно. К тому же отделение и офис не работают 24 часа в сутки. Во-вторых, действительно хороших экспертов, консультантов и врачей, как всегда, не хватает. Это значит, что физически пообщаться с ними – большая удача. Зато по видео вероятность такого общения гораздо выше. Ну и в заключение скажу, что офис продаж, магазин или отделение – это очень дорого. У крупных банков тысячи отделений офисов, у сетевых дистрибьюторов электроники сотни магазинов. Аренда, хороший ремонт и обслуживание помещений – это миллиардные затраты, которые несут компании. Переход в онлайн позволит сэкономить значительную часть этих средств, которые можно направить на развитие компании. Ну что ж, все технологии есть. Осталось, чтобы компании адаптировали их и начали широко использовать. А мы бы, клиенты компании, сделали еще один шаг в цифровое будущее. Это были Happy Customers. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока!